Как там наши помидоры после ночной высадки? А вот уже смотришь, видишь, как они хорошо. Я им уже открываю сейчас. Ночью все-таки еще прохладно. И я вот эту пленочку сверху еще натягиваю. Вот смотри, они нормально. Даже вот эти, которые лежачие были, они уже почти выровнялись. Вот это у нас самые большие, из больших горшков. Моя задача сейчас записать, что где, для того, чтобы был чистый эксперимент. Вот высажены все в одно время. Что посеяно когда, это все мы будем рассматривать. Ну и хочу сразу же ответить на вопросы по рассаде. Мы сейчас подойдем к рассаде и отвечу о преимуществах при посадке. Уже было темно. Вот смотрите, эти рассадные растения были маленькие горшочки и были высажены не лежа, а просто стоя, потому что они не были вот такие высоченные, как в больших горшках. Вот просто по большим горшкам, большой горшок мы сразу посадили с таблеточки, и получилось, что корневая система полностью заняла горшок, и затем они уже мучились. А вот если их высаживать из горшочка в горшочек, из маленького, мы потом, вот смотрите, высаживали, идем к этой рассаде, я сейчас покажу. Там наглядно как раз видно, что и как получалось, и что у нас в результате мы имеем. Вот смотрите, мы с таблеточки высадили вот эти горшочки. Это у нас посев уже в марте, 17 марта. А пикировка с горшочка была 8 марта. 17, апреля. 8 апреля. Вот. Значит, 17-3 посеяна пикировка, то есть перевалка из таблеточки была 8 апреля. Вот эти томатики у нас здесь. Небольшие, их легко высаживать. Вот еще. Сейчас я возьму, уже тоже подцветает. 17 февраля были посеяны тоже в таблеточки, потом в горшочки, а потом из этих горшочков мы высаживали уже вот такие горшки, и вот была пересадка, перевалка 22 марта. Сегодня у нас уже апрель, и растения, видите, тоже не сильно большие. И тех, что были больших, мы пропустили вот эти две высадки, а просто сразу же из таблеточки посадили в большой горшочек. Почему? Я хочу показать, что растение, когда попадает в горшочек, в любое пространство замкнутое, оно сразу же в первую очередь формирует корневую систему. Тем более я ему даю такое задание. И только когда уже заняло пространство, начинает расти. Ну, сильно, интенсивно расти. Как вот они у нас там вот есть, они уже посажены, видите, большие горшочки. Они уже и цветут. Вот если им заняли все место, все съели, нечем дальше питаться, они начинают страдать. Ну, они у нас такие жесткие, зеленые, хорошие томаты получились. Вот. Но для нас это первое, вот, что неудобно, так как мы заносим в дом, и у нас одно окно только для рассады, поэтому на веранду каждый день выносим утром с веранды, вечером заносим. Когда сильно холодно, мы их оставляем там, включаем свет на веранде. И получается, что вот эти большие горшки нам не выгодны. Нам выгодно все-таки давать возможность постепенную вот с таблеточки. Это я уже несколько лет назад было вот такой опыт, и я вспомнила про таблетки. Затем вот такой горшочек, затем литровый горшочек, и если вдруг бы было холодно, а у нас сейчас установилось тепло, то, естественно, я бы еще одну перевалку делала. Ну, или удерживать. Удерживаем, вот видите, в конце будет, скорее всего, в начале мая и в конце апреля, посмотрим, какой день. У нас еще вот здесь нужно будет досадить по краям. И вот это будет нормально. Но сейчас я их не переливаю ни в коем случае, не доливаю, тем более весы нельзя поливать. И вот они здесь находятся. Но они, я, кстати, что должна сделать? Мы должны забрать вот с этого места. Обязательно горшочки я просто должна записать все. И вот здесь у нас находится корневая система. Вчера было плюс 18. Сегодня будет, я думаю, и больше, если мы вот эти ящички уберем, и земля будет прогреваться под солнышком. В теплице сейчас, скажу, сейчас у нас открытая дверь.
И у нас 32 градуса. 32 градуса это на воздухе, ну а на земле, естественно, меньше. И это очень, вот здесь у нас в горшке есть. Здесь 28 градусов. На земле меньше, дверь открыта. И это хорошо, что вот такая температура, не сильно жарко, и они не варятся. И вот эти рассадные растения тоже здесь находятся. Во-первых, привыкают, а во-вторых, не жарко, не наверху. И корни тоже нормально уже к этой температуре, к этой земле привыкают. Ну что ж, я хотела вам показать, рассказать, но у нас в дальнейшем будет эта тема продолжаться, как и что мы будем делать, какой урожай, при каких посевах мы получим. Это дальше будет обязательно тема. Но сегодня я вам показала отличие, преимущество при перевалке, именно о перевалке я хотела вам рассказать. И рассказываю, и говорю, перевалка с маленьких чуть больше, из большего чуть-чуть больше. И так вот доводить до того состояния, чтобы сейчас очень многие мне пишут, что мы не знаем, что делать, надо высаживать рассаду, а она уже переросла. Вот сразу высаживали большие горшочки. Не спешите, пожалуйста. Успеем мы все с вами сделать. Главное, вот, чтобы вот сейчас его держать, их тоже. Главное, вот эта перевалка дает такую нам возможность, и мы спокойненько можем выдержать какое-то время, чтобы, вот в данном случае они здесь еще будут находиться до момента конца месяца и нормально будут себя чувствовать. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик уже белым днем, то есть утром, показали вам, как чувствуют себя наши помидоры после ночной посадки вчерашней. Если захотите подготовиться, можно все успеть. Ну, естественно, это не теплицы товарного производства. Мы выращиваем для себя экологически чистые ягоды, плоды, поэтому можно позволить сделать вовремя все, в благоприятное время, чтобы получить хороший урожай. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.